Итак, ребят, этот видеоролик на 13 миллионов 700 тысяч подписчиков. Это значит что? Это значит, что сегодня мы потратим очередные 100 тысяч рублей на эксперимент. Только вот вопрос, а на что мы их потратим? На подушки! Ну не просто подушки, а на подушки безопасности! Почему я так ору? Потому что ни хрена не безопасности, они знаете, как взрываются? Мы покажем очень скоро, как только Егор купит. Егор! Егор, вставай, давай, ты чё? Подушки давай. Где подушки-то? Такие подушки, подушки безопасности давай, быстрее покупай. Точно. Не успею. Деньги. Блин, Эти закупщики. блин, подушки, быстрее надо купить подушки. Большое количество подушек безопасности можно купить на авторазборе. Сейчас мы приехали как раз. Пойдем искать подушки. Можно, пожалуйста, нам подушек безопасности на 100 тысяч рублей? Да, конечно. Подушки. Вот так выглядит отсоединенная подушка безопасности. Ну, она весит килограмм 7, наверное. Очень много. Короче, я купил подушек на 100 тысяч. Можно их отвезти и дальше спать идти. Перед вами лежит подушка безопасности. Я думаю, многие из вас видели то, как она запускается, когда машина врезается в аварию. Очень резко вот так. Обычно она закреплена в руле или где-то еще там сбоку машины, чтобы обезопасить от серьезного столкновения с лобовым стеклом, рулем и прочим человека, который находится в машине. Но вы же понимаете, куда вы попали? На канал It's Mamix. И сегодня мы будем проверять ее в нестандартных ситуациях. Самое главное, конечно, что мы хотим сегодня проверить, это что, ребят? Получится ли уничтожить просто в хламину машину? Подушками безопасности. Представь, что если взорвать в машине штук 70. Но чтобы вы могли конкретно понять, давайте мы для начала просто покажем, как взрывается всего лишь одна подушка безопасности. Чтобы подушка безопасности была безопасна, надо это делать дистанционно. Так, что, все готовы? Да. Я первый раз в жизни буду видеть, как запускается подушка безопасности, чтобы вы понимали. Я, конечно, видел в видеороликах, но она там, во-первых, не запускалась совсем не так. Ну и мы сейчас запускаем в жизни. Мы решили ее перевернуть. По идее, она должна, вот эта подушка, раскрыться, и она взлетит. Ни в коем случае подобных вещей не повторяйте ни у себя дома, ни в машине, нигде и никогда. Пожалуйста, просто смотрите наши видеоролики. 3, 2, 1. Подождите, где эта металлическая херня? Она недовольна, что ее взорвали. Столько материала находится в подушке безопасности. Потолок, смотрите. Кипит. Какая-то она очень резкая, прям моменталочка. Если такую штуку запустить в чем-то сейчас, не в машине для начала. Так, ну теперь мы с вами знакомы с подушкой безопасности чуть лучше. Она очень сильная, да. Небезопасно. Так, ну как Леха предложил, может быть действительно сейчас бахнуть подушку безопасности в чем-нибудь. Например, микроволновка. Или в мусорном ведре. Взорвем мусорное ведро! Что он здесь сделал? Мы решили все-таки взять мусорное ведро. Мы хорошенько туда набили мусора, и с точки зрения логики, этот механизм будет очень сильно напоминать лопушку. На самом деле, когда я сейчас нажму эту кнопку, мне кажется, что может произойти не то, что мы ожидаем, а разорвет именно всю мусорку, то есть пластик может сломаться. Что произойдет, мы узнаем только во время эксперимента, поэтому все готовы? Да. Ну, что тогда, все. Раз, два, три! Жесть, у нас больше нет мусорки. Собственно... Почему
Почему-то мне казалось, что произойдет вот так, что будет хлопушка. А у нас... С машиной произойдет точно так же. Еще раз вы убедились в том, что подушки безопасности это не игрушки. Если их использовать неправильно, то это становится подушками опасности. Разнесет все на своем пути. И сегодня мы вам это докажем в ходе остальных экспериментов. Надо, короче, взорвать что-то помощнее. Кто говорил микроволновку? У нас есть микроволновка? Давайте принесем микроволновку. Не, ну микроволновка может работать, кстати, без проводов, поэтому это да. тоже интересно. Все, осталось только включить микроволновку, поставить на... Сколько минут будем ставить? 30 минут. Хорошо, поставим на 30 минут. Вот так. На максимальное количество 800. ватт, 800 ватт. И все, можно включать. Погнали, ребят! Так, что, все готовы? Включаем микроволновку. Раз! Два! Три! Просто пью мимо меня пролетело. Я тебе говорил. Так я же со щитом все в порядке, просто, ну, это вот тут было прям вот так. Можно посмотреть подушку непосредственно. Ее нормально так раздуло, по-моему. Это как попкорн, только там нет попкорна. Чтобы вы понимали, это происходит сейчас действительно на лайве. Мы такие, чё бахнуть? Такие, ну вот у нас микроволновка стоит. Я думаю, надо повышать ставки. Явно подушки разносят просто все в хламину, и что-то надо брать прочнее. Самое прочное, что существует, наверное, ассоциируется, это сейфы. Там, как минимум, дверка закрывается на ключ. Поэтому я предлагаю взять сейф. Кто согласен? Поехали. Ну, так как сейф довольно-таки большой, я думаю, сюда нужно побольше. Бухгалтерский сейф с размером с бухгалтера. Тут прям полочки специально под эти подушки. Ну давайте каждую подушку, это одна это. Да, давайте. Да. Хоть здесь и 4 полки, мне кажется, все-таки нужно засунуть сюда 5 подушек. С запасиком, так сказать. На этом же сейфу мало шансов. Ставка делаю на подушка безопасности. Как говорят в Counter-Strike, bomb has been planted. На самом деле, не знаю, кто что думает, но мне кажется, что сейф, он все-таки сможет сдержать вот этот взрыв. Это все-таки не микроволновка, которая просто на болтиках держит. Мы хорошенько обдумали то, что мы сейчас будем делать, и мы готовы к этому действию. Мы взорвем бухгалтерский сейф. Все готовы? Да. Раз, два, три. Охренеть, мы Она воткнулась! Дверь воткнулась! Еще раз мы убедились в том, что подушки безопасности очень опасны, если их использовать не по назначению. Если эта штука так мощно взрывается, вот что будет, если просто одну штуку мы забетонируем? Итак, ребята вкинули идею насчет того, чтобы ее забетонировать. Прям в бетон настоящий. Почему-то кажется, что подушка безопасности без проблем справится с бетоном после того, что все я увидел. Но все-таки, тем не менее. Я предлагаю проверить, и, Юлдаш, надо забетонировать подушку безопасности. Хорошо. Марка будет 400-й. A few moments later. Мне кажется, в хлам вообще разорвет этот бетон.
У нас все готово. Мы можем дальше продолжать эксперимент. И лучше спрятаться куда-нибудь подальше. Все готовы? Да. Так, на счет 3 произойдет бум. 1, 2, 3. Все. Бетон победил. Не, Максим, это не подключено, подождите. Мы забыли в розетку воткнуть. Мы забыли в розетку включить! 1, 2, 3. Пойдемте, выключи. Блин, во. Ну, разнесло, да? Смотрите, это реально. Это хорошо, что мы вот защитили. Снизу вон камни. Смотрите, какие огромные камни просто внутри. Вот такие вот дела, ребят. Они прям реально тяжелые. И они разлетелись далеко. Ну реально, типа вот. А подушка закрылась, как и все подушки до этого. Я боюсь представить, что будет с тачкой. Сейчас, прямо сейчас будет тачка. Мы сейчас завезем ее и начнем в нее устанавливать подушки безопасности. Все время до этого мы запускали максимум 5 штучек. В машине мы сейчас запустим 70, вы понимаете? 70 подушек безопасности. Что произойдет? Будет очень страшно, Макс. Мне очень страшно уже. Мы еще ничего не начали делать, но мне уже очень стрёмно. Ее просто реально должно разнести вот так вот просто в клочья машину. Короче, ребят, сейчас я вам расскажу, как мы будем это делать, как мы подсоединим, как разложим, чтобы машину нашу вот так бум, вдребезги прям разнесло. Берем машину. Внутри мы разложим дофига подушек безопасности, у нас их очень много. Вот здесь вот поставим подушечку, вот здесь вот. И мы просто потом напихаем всю машину. Но это страшно, это страшно. Потом мы эти подушки безопасности соединим вместе проводами в одну общую цепь. Подключим все это в 220, проведем провод с кнопкой. Это вот наша будет кнопка такая. Потом мы ее нажмем, и потом все взорвется. Бам! Это не просто новая машина завода, это коллаборация. Смотрите, с Volkswagen у нас есть, с Audi, еще раз с Volkswagen. Но я думаю, там кое-что еще Mercedes найдется. Так что это супер безопасная машина. Но, честно говоря, я бы никому не посоветовал сюда садиться. Хоть тут и много подушек, лучше не стоит. Машина готова к запуску. Здесь уже установлены все подушки безопасности. Господи, честно, даже дверку открывать было очень страшно. Я думал, вдруг что? Только не хлопай. Они здесь реально везде. В руле есть, а в руле нет. Вот насчет крыши, интересно, что с ней будет? Ее просто помнет или вырубит? Да хлопай. Безопасно же. В таком количестве, я думаю, подушек безопасности нет ни в одной машине, кроме нашей. Поэтому это как минимум мировой рекорд, я могу сказать так. Настолько стрёмно, что мы в этот раз даже не будем оставаться нигде, ни в офисе, ни в какой-то там квартире. Мы просто свалим из ангара так, чтобы 100% никого никак ничем не зацепило. Возможно, мы немножко переоцениваем, конечно, это все. Но судя по тому, что было в предыдущие взрывы, скорее всего, здесь будет задница. Я предлагаю, короче, уходить из ангара и бахать. Все, готовы? Готовы. Уходим. Думаю, двери отлетят, как у сейфа. Степан, ты готов? Раз, два, а типа 3! Смотрите, лампа.
разнесло просто всю машину. Самое главное, некоторые подушки безопасности даже не сработали, чтобы вы понимали. Это не весь объем, потому что некоторые из них просто повылетали отсюда, смотрите. На кадрах видно, как лобовуха просто в потолок улетела А со вон всей она, вон скоростью. она. Слишком безопасно, лучше не делать. При этом всем реально сработала только, по-моему, половина подушек безопасности. Что было бы, если бы они все-таки смогли бы сработать все? Я боюсь представить. Это очень жестко. Я думаю, мы добились-то примерно того результата, которого и ожидали. Это очень жесткий результат. Здесь все просто обсыпало, все разорвало. Смотрите, стекло просто. Вот, смотрите, они везде. Ну что, ребят, вот такой вот у нас был очередной эксперимент на 100 тысяч подписчиков, на который мы потратили больше, чем даже 100 тысяч рублей. Я надеюсь, вам понравилось это все. И вы ждете следующих масштабных экспериментов, в которых мы также потратим 100 тысяч рублей и больше. Поэтому подписывайтесь и ускоряйте выход следующих видеороликов. Ну а на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока!